прошлых видео мы разбирали, что такое декораторы, как они работают, как они применяются, какие бывают декораторы, в какой последовательности они вызываются. Если что, ссылка на плейлист есть в описании. А в этом видео я хочу показать еще один вид декораторов, или может быть правильнее сказать подвид. Это аксессор-декоратор. Аксессор-декоратор — это, по сути, все тот же метод декоратор, только он применяется к геттерам и сеттерам. По сути, разница заключается в том, что когда мы работали с метод-декоратором, мы переопределяли у него в дескрипторе value. В value у нас хранится метод. В случае же с аксессорами мы у него переопределяем не value, а методы get и set. Давайте попробуем запустить код и посмотрим, что выведет на консоль. Итак, что мы видим? Мы видим, у нас отработал метод декоратор и отработал accessor декоратор. И здесь мы выводим property key, это у нас будет full name, то есть вот этот вот метод. И мы также смотрим, что у нас в descriptor get и set лежат две функции, которые, собственно, мы и должны переопределять в аксессор-декораторах. Аксессор-декораторы также имеют одну особенность. Они все должны применяться либо к геттеру, либо к сеттеру. Вы можете видеть, что у меня здесь выводит ошибку, что декоратор не может быть применен, потому что он уже применяется к геттеру. Если я поменяю местами, то он будет ругаться уже на getter, а не на setter. Это обусловлено тем, что у нас метод декоратор может возвращать дескриптор, и если мы будем применять несколько декораторов на setter и на getter, то возврат нового дескриптора будет перезатирать предыдущий, будет возникать коллизия. Чтобы этого не происходило, разработчики пошли на такой шаг, что запрещают применять аксессор-декораторы к обоим аксессорам. Что еще стоит отметить, аксессор-декораторы имеют такой же приоритет, как и метод-декораторы. То есть, когда мы в прошлом видео рассматривали последовательность вызова декораторов, где у нас сначала вызывался property декоратор, потом параметр декоратор, потом метод и класс. Так вот, метод и аксессор декораторы, они имеют одинаковый приоритет, и кто из них будет раньше вызван, определяется лишь их местом в коде. То есть, если я, например, поставлю метод декоратор после аксессора декоратора, то, соответственно, они поменяются местами. Сначала вызывается теперь аксессор, а вторым уже метод вызывается. Ну и давайте рассмотрим простой пример. В accessor декораторе мы работаем не с value, а с get и set, то есть запоминаем наш исходный getter, переопределяем его и вызываем исходный метод, передавая в него контекст. Похожим образом устроен и setter. Тут мы тоже его переопределяем, вызываем, передаем сюда value. В геттере у нас результатом выполнения будет вот этот full name. В сеттере у нас в качестве value будет вот это value, которое сюда передается. Ну и дальше здесь создается экземпляр класса, и здесь в full name присваивается full name, который приводится в uppercase. То есть отработает сначала getter вот здесь вот, и мы это увидим на консоли. Дальше к нему будет применен метод toUpperCase, и вот этот результат будет передан в setter full name, что мы тоже увидим на консоли. Ну и давайте запустим пример и посмотрим, как это отработает. Собственно, мы видим, что у нас get result, видим наш name, то есть вот этот вот. А дальше у нас отрабатывает setter, приводится в toUpperCase, вот здесь вот, попадает здесь в setter, и мы здесь его тоже логируем. Вот здесь вот мы получаем value и его логируем. В принципе, на этом все. Спасибо за просмотр.